Не знаю, будет видно, не будет видно. Вот. Какое ушатое чудо. Всем здравствуйте! Меня зовут Олег Новиков, и сегодняшняя история про очень необычных найденышей. Сразу хочу предупредить, что эта история закончилась хорошо, поэтому не переживайте. Началась эта история в выходной день. Я получил сообщение от ребят из Центра дикой природы. В сообщении было написано: «Олег, ты дома?» Почти все мои приключения с дикими зверятами происходят либо в выходные дни, либо в праздники. Просто потому, что многие выезжают на природу и встречают там разных диких животных, которые нуждаются в помощи. У ребят из Центра дикой природы в выходные дни, как правило, очень много работы. Позвонили ребята из Центра дикой природы и говорят: «Олег, выручай». Я говорю: «Что случилось?» «Надо поехать, они просто в другой стороне совсем, надо поехать забрать там кое-какого зверя». Это очень неопасное, большое и... в общем, сейчас приеду, посмотрите. И, в общем, еду забирать чудо природы. Не все чудо природы, но это особенно. Это я уже видел по фотографиям. Сейчас приеду, покажу вам. От моего дома до места ехать примерно час. Я позвонил по телефону, который мне передали ребята. Ответила женщина. Как потом оказалось, она ветврач. Она рассказала мне вот такую историю. Она живет в небольшой деревне, которая находится почти в лесу. Это маленькое, очень красивое место, в котором все друг друга знают. Так вот, на стоянке люди нашли маленького щенка и позвонили ей. «Мы нашли щенка очень маленький. Помоги, мы не знаем, что с этим делать». Она такая: «Несите ко мне, что-нибудь придумаем вместе». Как она потом мне рассказывала: «Олег, приносят мне щенка, я смотрю и понимаю, что это не собака. Я не знаю, кто это, но это точно не собака. По фотографии, которую она мне переслала раньше, это был маленький шакаленок, совсем малыш. В таком возрасте очень сложно определить, шакал это или лис. В наших краях они очень похожи, и особенно сложно различать их в этом маленьком возрасте. Мне нужно было приехать забрать малыша на дальнейшее обследование и восстановление. Мы договорились, что когда я буду подъезжать, я позвоню, и она вынесет мне малыша». Так и произошло. Ко мне вышла женщина со своей дочкой. В руках она держала лукошко, в котором в мягком полотенце был завернут очень опасный хищник. Было видно, что они очень переживают за этого маленького детеныша. Я рассказал, что будет дальше, постарался успокоить, сказал, что все будет хорошо, чтобы они не переживали. Я поблагодарил их за помощь, сказал им, что они замечательные люди, забрал малыша и поехал в Центр дикой природы. Я остановился на обочине и осмотрел это маленькое чудо природы. В общем, кого они принесли, я вам сейчас покажу. Это очень серьезный зверь, очень, просто очень серьезный. И очень большой. Тихо. Вот он. Не знаю, будет видно, не будет видно. Вот. Какое ушатое чудо. Он из рода волков. Вот волк у меня такой на ладошке. Вот он. Это маленький шакаленок. Кстати, посмотрите, это девочка или мальчик? Стой, покажись. Это девочка. Ты девочка. Вот она. Такая красавица, моя девочка. Это была девочка. Очень красивая. Она была целенькая. Теперь с ней все будет хорошо. Какая она пушистая, хорошая. Все, в общем, сейчас везу ее в Центр дикой природы к ребятам. И она там будет ее выкармливать. Кормить ее надо с пипетки, естественно, она совсем маленькая. Но она не побитая, не поломана, она целенькая. С ней все хорошо. Мальчик. Подъезжая к Центру дикой природы, я позвонил ребятам. Сказали, что приготовили специальное место для малышки. Отделение номер 4. Прикрепили на нем записку и уже выставили нужную температуру. Это отделение что-то типа маленького инкубатора, в котором поддерживается определенная температура и влажность. Также туда можно подавать дополнительный кислород при надобности. Я предложил покормить малыша. Ребята сказали, что пусть пока греется. И они уже близко, и сами его покормят, когда приедут. Они просто хотели сделать несколько проверок перед кормлением. В общем, я оставил этого очень опасного зверя в теплом безопасном месте и поехал домой. Все, поехали.
Но на этом эта история не закончилась. Прошло несколько дней, я закончил работать и ехал в сторону своего дома. Как вдруг звонок. «Олег, ты можешь забрать шакаленка?» Я такой: «Что, еще один? В том же месте?» Ребята такие: «Нет, в другом, но точно такой же, тоже очень маленький». Ребята дали мне номер телефона, сказали, что точное место они не знают, но это где-то в моих краях. Я позвонил. Это оказалось совсем недалеко от моего дома. История очень похожая. Люди нашли маленького шакаленка. Договорились встретиться перед въездом в город на стоянке около парка, чтобы я долго не искал. Мужчина передал мне небольшую коробку, в котором сидел маленький шакаленыш. Я поблагодарил его за помощь, забрал очень серьезного зверя, и мы поехали в центр дикой природы. По дороге я остановился. Мне нужно было осмотреть малыша и сделать несколько фото для ребят из центра дикой природы. Малыш был почти такой же, как тот, которого я забрал несколько дней назад. Только это был мальчик. Он был целенький. Малыш был немного темнее и немного длиннее. Окрас в будущем, конечно, поменяется на более светлый, но сейчас он выглядел очень необычно. Я переслал ребятам несколько фото шакаленка и примерное время, когда мы приедем в центр. Когда я приехал в центр, я узнал, что за несколько дней к ним привезли 3 таких малышей. 2 привез я, и 1 привезли другие ребята. Все они как братья-близнецы похожи, примерно одного возраста, но все они с разных мест. Абсолютно разные места, сотни километров друг от друга. Всего их здесь 3 штучки. Шакалята останутся в центре дикой природы на восстановление. Когда они немного подрастут, их максимально изолируют от человека. Они должны будут научиться охотиться самостоятельно и, самое главное, держаться подальше от самого главного своего врага. Когда малыши достаточно подрастут и будут готовы, их всех 3 выпустят в дикую природу. Шакалята должны вернуться в свою родную стихию. Так должно быть. И так правильно. Что я хотел вам еще рассказать. Помните, когда я приехал забирать первого шакаленка, ко мне вышла доктор, она вышла со своей дочкой. Дочка подросток. Я всегда очень радуюсь, когда родители на своем примере показывают своим детям, как нужно относиться к природе и животным. И именно на своем примере, без ненужных нравоучений и объяснений. Ведь не нужно ничего говорить, нужно просто делать правильные вещи. Дети, они как губка, они впитывают все, что они видят вокруг. Давайте на своем примере будем показывать, как нужно поступать, чтобы они понимали, что на самом деле важно, а что нет. Я уверен, что этот случай девочка не забудет никогда. Она точно не забудет, как они вместе с мамой спасали маленького шакаленка. Маленького дикого детеныша, которому нужна была помощь человека. Я не перестану это повторять. Не будет животных, не будет и нас. Будьте хорошими людьми настолько, насколько это возможно. Берегите себя. Удачи всем. Всем пока.